Кажется, что многие люди действительно не понимают, насколько плохи дела. Те, кто играет в войны и пандемии, хотят, чтобы большинство из нас были мертвыми к 2030 году. Какая часть мертвых к 2030 людям непонятна? Мы на войне. Здесь мы имеем дело не с нормальными людьми, обладающими совестью, этикой или сочувствием. Их поведение гораздо больше похоже на поведение высокофункциональных психопатов и социопатов, чем на обычного человека с улицы. Мы увидели это в полной мере во время карантинов, злобных попыток ввести вакцинопаспорта, навязывания медикаментозных массовых процедур. В тех странах, где это не особо прошло, ввели искусственные войны для уничтожения мужчин. Их действия выдают их долгосрочную игру. Боже, даже в моем телефоне предиктивный набор текста на первые две буквы C и O предлагает мне в первую очередь слово «ковид-пас». Просто пытаются вдолбить в подкорку массы эти понятия. Пропаганду втюхали слишком рьяно, слишком быстро. Ложь не подействовала ни на меня, ни на миллионы других. Непослушные и свободомыслящие мы враги тоталитарных конспирологов. Вы можете еще вспомнить 3 года назад, когда еще не знали, что будете воином на передовой духовной битвы, которая определит ход жизни на ближайшие 100 лет. Конечно, большинство абсолютно повиновалось и согласилось добровольно самоуничтожиться. Для меня дико, как люди боятся микробов, но не боятся токсинов, химикатов, пестицидов и канцерогенов. Им подкинули фальшивого врага, что в медицинском, что в военном плане. Но для растущего меньшинства происходит прямо противоположное. Мы увидели подставу не только в пандемии, но и начали распознавать наиболее тщательно скрываемую и наиболее взрывоопасную истину, что мировые элиты всего мира обязаны быть верными друг другу сверх всякой национальной идентичности. В этом видео затронем несколько тем, по сути ничего нового, просто в очередной раз подтверждение агенде стервятников. Начнем с премьера Великобритании, бывшего Тони Блэра, который на прошлой неделе на собрании 116 миллиардеров в Давосе призвал создать списки непривившихся. Тебе нужно знать, кто был вакцинирован, а кто нет. Некоторые вакцины, которые поступят в продажу, будут множественными. Будет несколько прививок. Так что у тебя должна быть надлежащая цифровая инфраструктура по причинам, связанным со здравоохранением в целом, но, конечно, для пандемии или для вакцин. Во-первых, хочу напомнить, что каждый участник ежегодного сатанического собрания в Давосе является вашим смертельным врагом. Вот список, здесь можно сортировать по странам, например, 3 инферналов из Украины, 12 из Германии и так далее. И против них не поможет водить хороводы с колоколами для коров, как это делают швейцарцы в Давосе в знак типа протеста. Это не протест, а хоровод. Ну и что они походили там по улицам? Их хотят уничтожить, а они смеются. Либо недалекие, либо это проплаченная постановка. Настоящее сопротивление в первую очередь не позволило бы сатанистам сговариваться на своей земле. Во-вторых, цифровая база данных с указанием непривитых – это медицинская дискриминация. Зачем нужны списки тех, кто не воспользовался продуктом? Ну, например, на рынке появился новый медикамент, вы им не воспользовались. У вас бы вызвало подозрение то, что ваш врач внес бы вас в государственный список невоспользовавшихся. Вообще, такое ощущение, что все речи в Давосе были о будущих вакцинах и способности молниеносной разработки новых. Они реально помешаны на вакцинации и на повальной обработке инъекционной общества, хотя это Всемирный экономический форум. Международной классификации болезней Россия ведет учет уже 24 года. Раз в 10 лет она пересматривается под руководством ВОЗ. Сейчас они вводят новый код Z28.310. Это код для очень своеобразного диагноза, поскольку вовсе не является диагнозом, а вторжение в частную жизнь и, вероятно, будет использован против нас. Это код, который врач вводит в компьютерную систему, которая имеет доступ к государству, будет раскрывать ваш статус вакцинации ковид. Меня всегда упрекают в якобы отсутствии конкретных решений. Вот вам конкретное решение. Не делиться с врачом данной информацией. Вообще я живу своими словами и уже лет 10 как бы бойкотирую фармамедицину. Я даже не пью таблетки от головной боли. Наверное, поэтому я ни разу не болела за эти 3 года страшнейшей пандемии. Хотя мои дети ходят в садик и в школу, где другие повально болеют, но не мои. Хотя я ездила по Европе, по России без масок и без инъекций змеиного яда. Недавно увидела мнение австралийского сенатора по поводу ВОЗ и Объединенных Наций.
Сейчас много обсуждается предлагаемый Всемирной организацией здравоохранения договор о борьбе с пандемией и изменения в международных медико-санитарных правилах. Короче говоря, это предложение мрачный кошмар. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ требует полномочий диктовать политику здравоохранения штата и федерального правительства Австралии, в том числе предписывать обязательную вакцинацию, запреты, закрытие границ и предприятий. И что хуже всего, задержание любого, кто не соблюдает последний мандат на вакцинацию и принудительные медицинские процедуры. Вместе мы можем победить преступную ВОЗ ООН, отвергнуть стремление Всемирной организации здравоохранения к диктаторским полномочиям, и пока мы занимаемся этим. Выйти из ВОЗ и полностью выйти из ООН. Выходи. Он в своем обращении призывает не передавать суверенитет Австралии неизбранным иностранным бюрократам, которые, по его словам, ответственны за миллионы смертей по всему миру. Я говорю об этом уже последние 3 года, поэтому меня немножко напрягают такие запоздавшие речи. Выйти из ВОЗ и еще выйти из космического партнерства. Там флажок России висит нетронутым, потому что по факту они все заодно. А пока наша страна погрязла в этих дырах, нет и речи о какой-то ее борьбе за человеческие ценности, поскольку ее правители те же инферналы. Зеленского и его жену пригласили выступить на ВЭФ, чтобы рекламировать войну и просить больше денег и оружия, чтобы победить Россию. И поумолять НАТО стать членом их военного клана. Зеленский собирается бороться до последнего украинца, потому что их цель – это кровопролитие в тех странах, где низкий охват вакцинации. Стратегии прекратить войну нет. Тем самым поставщики оружия из ЕС, США, НАТО являются убийцами по ассоциации. Не стоит ли их немедленно арестовать и отдать под суд? Потому как продвигается этот летальный цирк лжи, очевидно же, что речь давно уже не о политике. Мы боремся с сатанинскими силами. Взять Германию, они за счет налогов немцев выделяют миллиарды евро на оружие для войны, которое приносит мир. Германия поддерживает Украину поставками оборудования и оружия из запасов Бундесвера и через поставки промышленности, предоставленные военные вспомогательные услуги. 107 пограничных автомобилей, 4 мобильных и защищенных устройства для разминирования, 168 полевых обогревателей, 20 ракетных установок, 70 мм на пикапах с ракетами. Это для войны, которая принесет мир. 15 горных танков, 13 сверхмощных полуприцепов Oshkosh, 7 гусеничных транспортных средств с дистанционным управлением, 143 пикапа, 216 генераторов, 35 грузовиков, 26 разведывательных дронов, 36 машин скорой помощи, 36 400 шерстяных одеял. А, кстати, в Германии как раз 36 тысяч бездомных. Интересно, им тоже выдали одеяло. 12 сверхмощных полуприцепов, 55 датчиков защиты от дронов, 30 датчиков обнаружения дронов, 6 вилочных погрузчиков, ракета «Ирис» «Смерть ради мира», 60 тысяч патронов, 18,5 тысяч патронов для артиллерийских боеприпасов, 50 полностью защищенных транспортных средств «Динго», 3 мостовых резервуара «Бибер», 10 надводных дронов, 14 тысяч спальных мешков, запасные части Ми-24, боеприпасы для многоракетных пусковых установок, запасные части тяжелого пулемета, 30 МГ-3, 20 каких-то еще дронов, 17 тяжелых и средних мостовых систем, 5 многоракетных пусковых установок с боеприпасами, 14 танков, что ли, система ПВО, 200 палаток, 116 тысяч курток для холодной погоды, 80 тысяч штанов для холодной погоды, 240 тысяч зимних шляп. Напомню, что при этом сами немцы дружно мерзнут. Энергетический кризис. Немцы объединились в заморозку. Перевод неудачный. Объединенные мерзлотой. И так далее. Тут еще аналогичный список запланированных поставок с января 2022 по 16 января 2023. Сумма, выданная федеральным правительством, составила больше 2 миллиардов евро. Тем временем немецкие большевики говорят, что Германия не является участником войны, так как они не высылают солдат. Тем временем Германия переходит на военную экономику. Это когда компании, производящие холодильники, будут обязаны производить военную технику. Ради мира это, ради мира. Видео было бы неполным без упоминания цифровых валют. На данный момент 114 стран внедряют дигитальные деньги. Китай, Индия, Нигерия и Багамы уже стартовали их ввод в оборот. В России, по-моему, с 1 марта. Мне пишут, а чем отличается безнал от цифры?
Цифровые деньги создаются и хранятся на счетах, к которым Банк России имеет прямой доступ. То есть они не хранятся на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе, созданной ЦБ. То есть идет обход банковской системы и прямое подключение к государству. Маленькая подсказка: никогда не стоит давать правительству полный контроль над чем-либо, особенно когда речь идет о всех ваших деньгах. Причины, по которым вы никогда не должны слепо доверять своему правительству и представителям органов здравоохранения, становятся все более и более очевидными, и, к сожалению, многие узнают об этом на своем горьком опыте. Мое недоверие к авторитетам потенциально спасло мне жизнь. Свою шапочку из фольги я сделала из алюминия в их вакцине. Иммунная система привитых изменилась навсегда. Насколько они будут уязвимыми, остается большой загадкой. Воистину, операция по вымогательству, ранее известная как медицина.